Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас 21 марта, вторник, и сегодня заканчивается второй день государственного визита Си Цзиньпина в Москву. Вы, наверное, второй день из всех утюгов и ящиков слышите массу звуков по этому поводу. Но давайте попытаемся так в целом понять, потому что звуки они разные, каждый говорит о своем, о наболевшем. Я вот для вас сейчас просмотрел огромное количество источников по Китаю, где китайские эксперты высказывают свое мнение, затем европейских, американских. И ситуация получается, картина, в общем-то, значительно другая в значительной степени, чем это звучит из массовых средств информации. Первое. С чем приехал Си Цзиньпин? Самое главное понять, зачем он туда приехал, в Москву. Он приехал, вы удивитесь, наверное, с глобальной цивилизационной инициативой. С глобальной инициативой безопасности, которую Китай разработал и презентовал для всего мира. Она в 12 пунктах изложена в известном документе о позиции Китая в отношении российской агрессии в Украине. Но эта глобальная инициатива, она простирается гораздо дальше этого документа. То есть, еще раз, Си Цзиньпин приехал туда не укреплять нерушимое единство без границ со своим стратегическим якобы партнером Путиным. Он не приехал туда создавать или укреплять союз или альянс. Он приехал туда как миротворец. Вот наиболее так красочно, что ли, или наглядно это отразила китайская газета China Daily, официоз Компартии Китая, в своей статье по этому поводу, где был нарисован голубь мира с китайским разрезом глаз, у него ветвь такая мира, пальмовая, что ли, в клювике, и вот он взлетает над земным шаром. Это вот бэкграунд приезда товарища Си к товарищу Пу. Затем он приехал даже не к вассалу, он приехал даже не к младшему партнеру, он приехал к своему холопу, по большому счету, потому что вот величайшее достижение, в кавычках, разумеется, стратега всех времен и народов Путина за последний год состоит в том, что Россия сейчас делит первое и второе место, они соперничают друг с другом, с Северной Кореей в отношении того, кто из них более критически зависит от Китая. То есть считается, что они, то есть Северная Корея и Россия, примерно в одинаковой степени, то есть критически зависят от Китая во всем. Они без Китая не могут существовать. Это не вассалы. Вассал – это все-таки, как пошло это со средних веков, это там рыцарь, граф, барон, герцог, у которого есть свой замок, свое имение, поместье, он самостоятельный человек, он сам по себе хозяин. Единственная его обязанность перед сюзереном – это прийти к нему по первому зову на помощь в случае войны. А здесь это, по сути дела, холоп, который не может жить без своего барина. И на меня произвело впечатление усилия на соловьиных пометах. Я обязательно зашел, естественно, нельзя же проигнорировать его в такой день. По телевизору один из ведущих кремлевских китаистов усердно доказывал, что мы не вассалы. Но если не вассалы, то что зачем так долго об этом рассказывать? А один из таких активнейших соловьинопометчиков, но на радио, сегодня рассказывал, тираду произносил в таком плане, что «а что с нас взять, сирых и убогих? Что с нас взять, голодранцев? Что можно взять с голодных и босых?» Это он таким образом описывал сейчас Россию путинскую, за которую он пропагандонствует практически каждое утро у Соловьева.
чтобы понять, чтобы признавать Россию в качестве такого отморозка, которым товарищ Си якобы будет пугать весь мир. Ну вот, таким образом, значит, вот это бэкграунд, на фоне которого происходит этот визит. Ну, давайте пройдемся, так сказать, вот основные составляющие этого бэкграунда. Экономика, торговля, экономические и другие связи. По оценке экспертов американской Rand Corporation, вот как я уже сказал, за прошедший год Россия превратилась полностью зависимого от Китая государством, наряду с Северной Кореей. То есть она не может существовать без Китая. В настоящее время примерно 30% импорта в Россию идет именно из Китая. Что касается экспорта, то примерно 20% структуры всего российского экспорта в любую другую страну. Значит, 20% идет в Китай. Из этих 20% 3/4 – это газ, нефть, уголь. Но причем за прошлый год, да, это пришлось подужаться в связи с введенными в декабре санкциями на российскую сырую нефть. Теперь, значит, в феврале месяце были введены санкции, эмбарго и потолок на нефтепродукты. И ожидается, что доходы от этой статьи российского экспорта значительно упадут. В общей сложности, то есть Россия вот в такой структуре, она не может существовать без Китая. Китай вполне может существовать, поскольку товарооборот торговой связи с Россией составляет примерно 5% в торговом балансе Китая. Это если можно сравнить в то время, когда торговля с Евросоюзом и Соединенными Штатами составляет примерно 3,6, вернее, это общая торговля Китая за прошлый год 3,6 триллиона долларов. Из них не менее 1,5 триллиона долларов приходится на Соединенные Штаты, и идет на первом месте это Евросоюз. Что касается инвестиций, как отмечается, значит, в тех же исследованиях Rand Corporation, Китай сделал вместе с Россией несколько инфраструктурных, достаточно мелких, они не стратегические, проектов на Дальнем Востоке. Это, собственно говоря, и все. Что касается инвестиций в программе «Единый путь», единый в общем, вы меня поняли, да, единый шелковый путь, то там инвестиции Китая в Россию в этом проекте практически равны нулю. За прошедший год китайские компании частные и государства стремились не нарушать западные санкции, чтобы не попасть под вторичные санкции. Черного экспорта, то есть тех товаров, которые конкретно запрещено экспортировать в Россию, китайцы практически не поставляли. Где-то там была некоторые поставки в серой зоне, но когда это становилось достоянием гласности, они тут же пресекались. Примером может стать скандал. Собственно говоря, небольшой скандал был. Сегодня по этому поводу была статья в New York Times о поставках, экспорте китайских дронов. Но нужно сказать, что китайская компания DJI считается крупнейшим в мире производителем и экспортером дронов. Это все-таки не компания ВПК, военно-промышленного комплекса. Она поставляет дроны гражданского назначения. Но нашлись в России умельцы, которые путем перепаивания одного чипа всего-навсего с коммерческого дрона китайского сделали его дрон вполне пригодный для применения в военных целях. Когда это стало известно, разразился скандал, компания DJI извинилась, сказала, что больше этого не повторится.
будет за этим делом следить и вообще отказалась от поставки своих дронов, даже коммерческих, в Российскую Федерацию. То есть сейчас вопрос стоит в будущее, так сказать, после визита Си Цзиньпина. Предполагается, что Китай будет придерживаться этой же политики. Торговые отношения будут развиваться, они не критически важны для Китая. Возможно, проскочит там какая-то там северная, как считают российские эксперты, это еще вопрос, будут ли китайцы поставлять товары серого экспорта, ну, так сказать, двойного назначения. Ну и практически не надеются, что будут поставляться однозначно товары запрещенные. А к этому относится собственно говоря, все товары военного назначения и вся помощь по военному каналу, не говоря уже о летальной помощи. Поэтому опасения о том, что Китай вдруг сейчас начнет массированную поддержку военных операций Путина в Украине, они, в общем-то, не совсем, или, скажем, совсем не обоснованы. То есть они маловероятны. В общем, ситуация такая, как мы с вами объяснили. То есть позиция Китая за прошлый год. Товарищ Си понял, что товарищ Пу холоп, лох, который попал сам загнался в безвыходную ситуацию, и теперь его можно трясти. Трясти, ну, извините за сленг, на бабки. Что Китай делает вместе с Индией? Но если Индия, как вы заметили, ее никто не критикует, то Китай критикует. Это Китаю совсем не нравится. Если сказать больше, вообще не нравится. Потому что, как отмечает китайский официоз, я повторяю, я считаю, для подготовки этого, видео и вообще в преддверии визита Си Цзиньпина в Москву, я читал в основном китайские официозы. Так вот, там пишут, что Китай больше не уважает Россию. Почему? Ну, потому что это страна холоп. Вот сейчас такая она превратилась, и уважения она не заслуживает. И прежде всего из-за Путина. Почему? Ну, потому что довел страну в такую ситуацию. Китай, он не против был в самом начале, чтобы Пу как он обещал, провел молниеносную за 3 дня или 1 неделю операцию в Украине, подчинил себе эту страну. Ну и все, тогда, НАТО ослаблено, Соединенные Штаты тоже, Китай, Россия царят на евроазиатском континенте. Не получилось. Теперь Китай попал. Для Китая торгово-экономические отношения с Соединенными Штатами и Евросоюзом гораздо важнее, чем с Путиным, с Россией. И вот то, что Китай получает по бросовым ценам нефть, газ, уголь, а по нефти Россия сейчас стала главным поставщиком, опередив в этой сфере Саудовскую Аравию, в Китай. По трубопроводному газу тоже вышли на 1 место, по сжиженному газу на 4 месте. Все оно хорошо, Индия вообще ликует. Но для Китая это по большому счету мелочи, как я вам сказал. Все-таки более 50% из 3,6 триллиона долларов внешнеторгового оборота с Западом против каких-то 5% с Россией. Это вещи просто несопоставимы. По результатам вот этого года прошедшего, так называемой ограниченной военной операции, нарушились цепочки в поставках комплектующих, в торговой сфере. Китай столкнулся с санкциями Соединенных Штатов в области поставок новейших технологий, и для Китая это стало неприемлемым. Тесные связи России, хотя и Китай, Си, Пу говорят о том, что их дружба двух стран не имеет границ, ничем не ограничена. На самом деле она ограничена опасением Китая, очевидным опасением, что какое-то сотрудничество и сближение с Путиным не должно переходить красную линию.
за которой ухудшение китайских отношений с Соединенными Штатами и Европой становятся критическими и необратимыми. И это заставляет Китай делать то, что он делает сейчас, сформулировать свою концепцию глобальной безопасности. Значит, вот вам, так сказать, краткий обзор экономических связей между двумя странами, на волне которых Си приехал к Пу. То есть, так, коротко говоря, это неплохо, конечно, пощипать на деньги лоха, но теряет Китай, начинает терять и может еще потерять гораздо больше в результате ухудшения отношений со странами Запада. Политические отношения. Соединенные Штаты в лице администрации Байдена нащупали самое уязвимое место Китая. Это союзы. За последний год Соединенные Штаты вместе с западными союзниками опутали Китай тем, что Китай сейчас называет НАТО-2. НАТО, которое якобы противостоит Китаю в Тихоокеанском регионе. Это тоже НАТО, которые корабли немецкие там, потом британские уже были под флагом, не под флагом НАТО, а, так сказать, это было натовские проекты или заплывы этих кораблей к границам Китая. Они были восприняты в Пекине как подключение НАТО к сдерживанию Китая в Юго-Восточной Азии, затем создание блока АКУС с подключением туда Австралии и с проектом создания и поставок в Австралию подводных лодок с атомным двигателем. Затем Квад, который существовал до администрации Байдена, но теперь он был значительно оживлен. Американцы создали альянс из крупнейших производителей микрочипов новейших, которые объявили не то что эмбарго, но обязались сократить поставки новейших самых передовых микрочипов в Китай. Все это Китай воспринял как угрозу, одну из сильнейших угроз для национальной безопасности страны, а противопоставить Китаю практически в плане союзов было нечего. Вот я считаю, это гениальный, если что-то останется в истории, воспоминания о том, что сделала нынешняя администрация Байдена, вот этот гениальный ход. Это восстановление практически разрушенных союзов Соединенных Штатов, которое имело место при администрации Трампа, восстановление и значительное их расширение, которое как дамокловым мечом нависло над Китаем. И в этой ситуации Китай, он был гол как сокол. И единственная страна, которая, как перезрелая гнилая груша упала к его ногам, это была путинская Россия. И Китаю некуда было деваться, как подобрать ее в качестве хоть какого-то баланса вот тому, назовем его так же, как назовет Китай, антикитайского НАТО, которое создала за последний год администрация Байдена. И тут опять, понимаете, это нельзя, тут нет какой-то такой ярко выраженной красной, черной черты между белым, черным. Тут приходится балансировать Китаю. С одной стороны, нужен этот баланс, противобаланс в виде путинской России, значит, в военно-политическом плане. С другой стороны, он не может становиться слишком тесным до такой степени, чтобы еще более ухудшать экономические, финансовые, технологические отношения между Китаем и Западом. И вот Китаю приходится плясать на бэкграунде вот этих событий. Как считается, даже есть такие, не удивляйтесь, их, правда, мало слышно, но толковые, не зомбированные кремлевской пропагандой российские
китаисты, Пекину важно срочно прекратить военные действия в Украине, российские военные действия против Украины. Поскольку рушатся логистические операции, Китаю нужно срочно восстанавливать экономику после долголетней спячки из-за ковида. Масса проблем экономических, хаос нарастает в торгово-экономических отношениях по всему миру. Ситуация становится с каждым днем, с каждой неделей все более сложной. И поэтому вот сейчас Китай хотел бы как-то так свернуть это все, понимая при этом, что двусторонний альянс, даже не альянс, китайцы говорят, предостерегают от этого слова. Это не альянс, это не союз между двумя странами, а это такой партнерский совместный проект между Китаем и Россией. То есть они понимают, что он не может быть долгим. Россия ослаблена, будет ослаблена еще больше, и по мере своего дальнейшего ослабления она потеряет смысл в плане противовеса Соединенным Штатам Америки. То есть Китай сейчас, пока Россия еще играет какую-то позитивную для Китая роль в качестве противовеса США и Западу, но еще немножко она больше ослабнет, и вместо того, чтобы быть противовесом, она превратится, вот как американцы называют балласт, это dead weight, это мертвый груз для Китая, который будет приносить, не будет приносить никакой пользы, а будет приносить только вред. С другой стороны, вернее уже с третьей стороны, Китай находится в значительной степени в неловкой ситуации перед всем миром. Китай-то на фоне противоборства двух основных полюсов, это Россия до своей авантюры последней в Украине, Соединенные Штаты Америки, значит, как бы так, во всяком случае, Россия претендовала на то, что вот эти два полюса, а Китай, он как бы выбрал себе площадку, это глобальный юг, неприсоединившиеся страны, развивающиеся государства. Но на фоне того, что вытворяет последний год Путин в Украине, на фоне тех безумных стратегических решений, вот такая формулировка в Пекине, товарищ Си понимает, это пишут китайские аналитики, что партнер Путин предпринимает все более безрассудные, безумные решения в стратегическом плане. И это компрометирует Китай, в том числе и прежде всего, может быть, перед лицом вот этих неприсоединившихся стран. Таким образом, дальнейшее сближение между Пекином и Москвой грозит полностью разрушить, полностью оттолкнуть от Пекина Запад, а также серьезно подорвать его позиции в третьем мире. Это то, что, значит, никак Пекин не может допустить. Итого, значит, в области экономических отношений получается, что Россия никак не может компенсировать Запад, хоть она бесплатно будет давать газ и нефть, весь свой, допустим, Пекину. В военно-политическом плане, как попытка сбалансировать, как анти-НАТО, то есть Россия, Китай плюс Россия – это как бы анти-НАТО для этого НАТО, который Соединенные Штаты создают в Тихоокеанском регионе. Она тоже, ее роль весьма ограничена. И, наконец, возьмем военное сотрудничество, потому что о нем в последнее время много говорили, особенно выражая озабоченность о возможных поставках китайского летального оружия. Если, по сути дела, разобраться, а что же произошло в этом сотрудничестве за последний год, вернемся немножко раньше, до начала российской агрессии против Украины. Я считаю, что крупнейший сдвиг произошел в 2019 году, когда стало известно, об этом проболтался сам Путин на одной из пресс-конференций, Россия начала, то есть она раскрыла все карты, понимая свою растущую зависимость от Китая, даже до агрессии.
Россия раскрыла все карты, выложила все свои секреты и начала, то есть она начала отдавать Китаю святое святых и даже помогать Китаю создавать систему противоракетной обороны. Россия всегда, Советский Союз, потом Россия, российские правители были параноидально берегли всегда эти все секреты, боясь, что их нарушение приведет к их гибели. Но тут пришлось раскрыть и помочь. То есть, да, это серьезное событие в двусторонних военных отношениях. Россия помогала, и есть такие указания или намеки, что продолжает помогать китайцам создавать систему противоракетной обороны. В других сферах значение России для военно-технического сотрудничества с Китаем как-то угасло. Ну, помните, по-моему, в том же 2019 году Россия поставила Китаю истребители Су-35, а также системы Си-400 или С-400. Это был серьезный вклад в развитие, значит, российский вклад в развитие обороны Китая. И за эту акцию он тогда возглавлял, по-моему, он был в общем, Министерство обороны Китая, он тогда возглавлял департамент по военно-техническому сотрудничеству. Он произвел эти закупки, и за это его посадили на санкции американские. А теперь, вот где-то неделю назад, этот товарищ стал министром обороны Китая, по-прежнему находясь под американскими санкциями. Ну вот, собственно говоря, на этом так большие блоки военно-технического сотрудничества между двумя странами, они, в общем-то, и закончились. России, в принципе, нечего давать Китаю, что было бы чрезвычайно ценно, кроме одной вещи, которую я вам расскажу чуть-чуть дальше. За прошедший год, как хвастается российская сторона, было проведено порядка 135 мероприятий в рамках двустороннего военно-технического сотрудничества, которые включают совместные учения на Ближнем Востоке, разрешение китайским кораблям военным заходить в порты Дальнего Востока, совместное учение на юге африканского континента, совместно с ЮАР и Россия, ЮАР и Китай, ну и недавнее учение в Персидском, Оманском заливах с участием Ирана, Китая и Российской Федерации. Значит, их было в прошлом году 135, теперь Россия грозится, что будет 120 с чем-то там. И я очень подозреваю, что главное, что еще Россия может сделать, это продавать свои мозги. То есть свои новейшие разработки, которые они сами не способны воплотить в жизнь по причинам разрушенного промышленной базы, по причине неадекватности предприятий российского ВПК, то есть мозги значительно опережают или опережали реальные возможности воплотить эти идеи в жизнь. А китайцы с их гораздо более серьезной, фундаментальной научно-прикладной базой, у них есть возможность для того, чтобы запустить это, так сказать, в жизнь. И вот совсем недавно, в январе этого года, произошло событие, которое, так, заставило вздрогнуть некоторых влиятельных людей в Соединенных Штатах Америки. На Гавайских островах есть, по-моему, на острове Мауи, есть обсерватория, одна из крупнейших. И там работает международная команда, которая включает в себя и ученых из Японии. И вот в январе месяца этого года именно японцы обнаружили, вдруг начали появляться лазерные лучи оттуда, из небесного пространства, и они были направлены на горные гряды этих островов гавайских.
а также их заметили в районе базы Перл-Харбор. Есть такой американский специалист Рик Фишер, который работает в Международном центре исследований и оценок. До этого он работал в Heritage Foundation, и он является одним из крупнейших в Соединенных Штатах специалистов по военным проблемам Китая. Вот как только проводятся в Конгрессе США слушания по этой тематике, он там присутствует, и американские законодатели слушают его с большим почтением и вниманием. Так вот, что он рассказал по поводу вот этих лазерных лучей. Сначала предполагалось, что это лучи американских спутников НАСА. Но потом, после тщательной проверки, было установлено, что это лучи, которые испускает китайский спутник Даги-1. Это спутник метеорологический, который, значит, следит за погодой. Но Фишер интерпретировал эти лучи следующим образом. Помните, как-то я рассказывал вам несколько месяцев назад, почему в Советском Союзе специалисты в разведке особенно не волновались о том, что возникнет ядерная война между Советским Союзом и США. Напомню, кто не помнит или не слышал, ракеты, которые, если Советский Союз запускал бы по Соединенным Штатам, или если бы американцы запускали свои ракеты по Советскому Союзу, они бы должны были бы лететь по кратчайшей траектории, то есть через Северный полюс. И оказалось, тогда я об этом впервые услышал, что для точности полета вот этих ракет чрезвычайно большое значение имеют физические характеристики атмосферы, ну и вообще всего вот этого атмосферы, затем там безвоздушное пространство, идет опять атмосфера. Вот физические характеристики этого коридора полетного имеют критически важное значение для точности полета и попадания этих ракет. А для удара точность имеет первостепенное значение, потому что в первом ударе агрессор, который первым нажмет на кнопку, ему нужно выбить, как минимум 90% ракет, которые находятся в шахтах другой страны, в стране противника. А для этого надо попасть желательно, или если не точно, то очень близко. И считалось, но никогда эти ракеты не летали, их же никто не пускал по этой траектории через Северный полюс. Понятно почему, да? Поэтому никто не знал, куда они полетят, и поэтому надежность их была равна нулю. Потому что все эти ракеты в Советском Союзе запускались там где-то с Кольского полуострова и туда, в Сахалин. Соединенные Штаты тоже куда-то туда пуляли, в Тихий океан. И вот теперь замеры вот этого спутника, лазерные лучи, были интерпретированы Риком Фишером как попытка изучить плотность, температуру и другие физические характеристики атмосферы над Гавайскими островами. Почему над Гавайскими островами? Потому что Перл-Харбор. И это был сигнал. Сигнал состоял в следующем. Значит, вы помните, по-моему, в прошлом году это было, или позапрошлом, китайцы испытали кибероружие космическое. Это был глайдер, который с летательного аппарата, который на орбите вокруг Земли запускался, и потом он достигал скорости более 5 махов, это значит гипероружие, и значит, он может использоваться для нанесения удара, в том числе для ядерного удара. И тогда это было шоком для Пентагона, настолько было неожиданно. И вот, соединив одно с другим появление этого глайдера и его испытание успешное, и вот этот лазерный луч для изучения особенностей атмосферы над Гавайскими островами, привел американцам к выводу, что китайцы готовят удар, ядерный удар. Почему? Перл-Харбор.
А Перл-Харбор – это основная база американских ядерных подводных лодок, то есть треть. Помните, триада из чего состоит? Ракета наземного базирования, бомбардировщики с ядерным оружием на борту и подводные лодки. Причем подводные лодки – это считается самой такой неуязвимая часть триады. Идея, как считают американские специалисты, да и идея китайцев, состоит в следующем. Если Китай начинает операцию по захвату Тайваня, американцы начинают свои военные действия по защите Тайваня. И в это время китайцы наносят удар по Гавайским островам, в частности, по Перл-Харбор. Это еще не удар по территории Соединенных Штатов, но удар в попытке уничтожения значительной части американской ядерной триады. И это привело в состояние где-то близкое к шоку. Сейчас американцы быстро решают, что и как делать в этом плане. И поэтому об этом мало кто пишет, да, собственно говоря, никто не пишет. Самая большая опасность в военном сотрудничестве между Россией и Китаем состоит не в том, что Китай передаст там какое-то чудо-оружие России, которое поможет ей выиграть войну в Украине, а то, что Россия за поддержку китайскую, мозги, лучшие умы военно-промышленного комплекса, ученые, которые там еще остались, если они там еще остались, помогут китайцам создать этот проект. То есть проект по созданию потенциала, надежного потенциала возможного ядерного удара по американским базам на Гавайях. Вот каким образом, состоит сейчас ситуация в этом плане. Вот зачем, помимо всего прочего, нужен Путину, вернее, нужен Си Цзиньпину Путин. Таким образом, суммируя все это, экономику, затем военно-политическую ситуацию, военную ситуацию, составляющую, китайские аналитики говорят о том, что задача Китая сейчас состоит в том, чтобы извлечь максимальную пользу из последствий того кризиса, который создал Путин, сохранив при этом интересы по возможности всех сторон. То есть Китай не намерен стать твердо на сторону Путина и начать на следующей неделе массовые поставки артиллерийских снарядов или дронов или чего-нибудь еще, что могло бы изменить коренным образом положение на фронтах Украины. И вместо этого, учитывая все сказанное, Китай сформулировал глобальную цивилизационную инициативу или глобальную инициативу безопасности, в основе которой лежит этот план из 12 пунктов. И вот что пишет китайская газета China Daily по итогам первого дня переговоров вчера. Си подчеркнул, что в вопросе Украины звучат голоса за мир и рациональность. Он подчеркнул, что большинство стран поддерживает ослабление напряженности и выступает за мирные переговоры. Этот документ из 12 пунктов свидетельствует о том, что Китай выступает за политическое урегулирование. И Китай будет продолжать играть конструктивную роль в содействии политическому урегулированию вопроса о Украине. Сегодня, буквально за 10 минут до начала этого эфира, посмотрел, чем закончились сегодня переговоры между Пуси по украинскому вопросу. И я не заметил там радости со стороны Пу, да и со стороны Си. То есть, как прогнозировали китайские специалисты, товарищ Си наверняка изложил товарищу Пу, что надо как-то так сворачивать шарманку, по большому счету. Как это делать, это уже второй вопрос.
Но они не обсуждали вопросы, не должны были обсуждать вопрос о укреплении военного сотрудничества, которое даст Путину новые силы в войне против Украины. И Пу сказал, согласно китайским источникам, что Россия внимательно изучила позиционный документ Китая, а сегодня, значит, он сообщил буквально по окончании переговоров о том, что этот план китайский может в будущем лечь в основу мирного урегулирования в Украине. А Песков, известный балабол Путина, сказал, что в ходе переговоров обе стороны услышали друг друга. Но мы же понимаем, да, что это значит. Это значит, что прослушали, но ни одна из сторон не почувствовала радости от того, что она услышала в ходе этих переговоров. Вместе с тем, российская сторона отметила, что Россия приветствует конструктивную роль Китая в этом вопросе. И главное, услышали, сказали, что когда-то может это быть использован, этот план, но приветствовала. То есть все хорошо, да? Что это дает Китаю вот в ближайшей перспективе? Россия, не взяв на себя никакие обязательства, она не присоединяется к этому плану, не берется урегулировать на основе вот этих 12 пунктов. Что-то Путину там не понравилось. Вот эта идея о том, что с учетом, там самый главный рашинский посыл, что нужно урегулировать ситуацию в Украине с учетом сложившихся реалий. Судя по всему, Путин не услышал одобрения со стороны товарища Си. Поэтому в этой ситуации Китай и дальше будет продолжать раскручивать этот план. Он будет его протаскивать через Организацию Объединенных Наций, которая сейчас для Китая является главной платформой, где Китай впаривает свои идеи, свой мирный план глобальной безопасности для так называемого глобального юга. Китай теперь миротворец. Он балансирует теперь между Россией с одной стороны, Западом и Украиной с другой стороны. Это объективный голубь мира. Что делать Украине в этой ситуации? Значит, я уже услышал. Во-первых, Соединенные Штаты устами Блинкена вчера заявили о том, что этот план неприемлем, потому что, он говорил в узком смысле, что прекращение огня без вывода войск неприемлемо, поскольку это дает передышку Путину. Все это правильно. Но я бы посмотрел этот вопрос в более широком плане. А я думаю, я убежден, что Украине не надо так вот сразу отвергать весь план. Потому что над этим планом работали лучшие умы внешней политики Китая. Там есть масса научно-исследовательских институтов, фабрик мысли, где убеленные сединами ученые, китайские ученые, изучают до очень большой глубины каждый вопрос. Вот они работали над всем этим. Я думаю, что Украине, да и ее союзникам, нужно использовать вот этот же план, эту глобальную инициативу Китая для дискредитации китайского союзника в лице Путина. А именно, то есть не надо сходу отвергать этот план, потому что именно это и нужно Пуси. Именно это. Вот если Украина скажет, кстати, уже высказался по этому поводу Подоляк, по-моему, вот это самое страшное. Я считаю, что одна из проблем головных болей Украины – это высказывание неуполномоченных на это в должном смысле слова, то есть не по закону, не по традициям политическим. Вот эти люди, которые сейчас со стороны офиса Ермака высказываются по самым важным внешнеполитическим вопросам, они не имеют права этого делать. Для этого у них нет ни опыта работы, ни образования, а высказывания, то есть занятия пиар-компаниями, как говорится, на пеньках Януковича в пользу Юрия Янакиевского
и оценка глобального плана мироздания председателя Си – это как-то несколько разные вещи. То есть, когда здесь заходит о Китае, желательно, чтобы этим занимались профессионалы, китаеведы или хотя бы профессионалы в области внешней политики. Так вот, значит, не надо отвергать план товарища Си. Нужно лишь убрать оттуда одну единственную вещь. Ведь давайте вспомним. Этот план начинается, первый параграф, о том, что урегулирование в Украине должно строиться на основе уважения суверенитета и территориальной целостности сторон. Ну, потом, как бы с вами обсуждали как-то так, вторую часть этого предложения была как-то так забыта или на нее особо внимания не обращают. А украинской стороне надо вернуть ее. Вот этот принцип. Территориальный суверенитет плюс территориальная целостность сторон-участников этого, значит, этих переговоров, если они состоятся и когда они состоятся. Первый посыл. Второй. Фундаментальное положение этого плана – это, как называют китайцы, все мироздание, центром всего мироздания должно быть Организация Объединенных Наций. Это площадка Китая. Хартия ООН, международное право. Шикарно. Это должно идти вторым пунктом. Да, товарищи, вы правы. Вот вам первый пункт, как мы сказали. А вот это второй. Международное право, Организация Объединенных Наций, Хартия, Устав и все основные положения и принципы международного права. И вот это все, вот эти два пункта, изложенные товарищем Си в самом начале, или там кто ему писал для товарища Си, они фактически перечеркиваются одним так называемым принципом, который соорудили в Москве. Это давайте учитывать геополитические реалии. Но это понятно, что имеется в виду. Геополитические реалии – это то, что мы захватили, вот это должно остаться за нами, остальное потом давайте, а на основании этого давайте урегулировать. Так вот, вот эти первые два пункта, изложенные у китайскими товарищами, они перечеркиваются вот тем, что хотят втащить формулу переговоров из Москвы. И это никоим образом нельзя делать, потому что вот эта формула с признания геополитических реалий, это форма бандита просто. Это форма бандитизма в международных отношениях, когда одна страна вторгается на территорию другой, убивает десятки тысяч людей, стирает с лица земли города, совершает военные преступления, растоптав ООН, основные принципы международного права, соответствующие самые конвенции и другие международно-правовые документы. И то есть то, что предложит товарищ Пу, фактически полностью перечеркивает инициативу товарища Си. Вот так бы я это и сформулировал на международной арене. То есть, господин председатель, президент Си Цзиньпин, у вас прекрасный план. Так давайте же действовать на основании вот этого плана. Суверенитет, территориальная целостность, ООН, международное право. Все замечательно. Но вы же понимаете, что ваш союзник, товарищ Пу, нагло, цинично перечеркивает то, что вы все написали, своим бандитским термином, тезисом о необходимости учитывать геополитические реалии, то есть плоды военных преступлений, которые он совершил. И тогда Украина, ее союзники и Китай, они оказываются в одной лодке, а холоп товарища Си, отверженный уже после получения ордера Международного уголовного суда, он является во всем этом изгоем. И таким образом товарищ Си, будучи пойманным за руку, понимаете, Си попадает в капкан. Он выступил с этим документом. Это глобальная инициатива его. Это апофеоз сейчас. Китай хочет превратить в это в апофеоз
своей, так сказать, международной инициативы. Это основа теперь его политики и позиции во всем мире. И получается тогда, что единственная виновная сторона, которая подрывает эту инициативу товарища Си, это его холоп Пу. И таким образом, значит, и тот, и другой оказывается пойманным в капкан, ну и со всеми вытекающими последствиями. Вот на этом, дорогие друзья, я хотел бы закончить это видео. Будем наблюдать дальше, что произойдет. И будем надеяться, что все это так или иначе будет на благо Украине. Потому что добро, мир вообще по большому счету, вообще жизнь, она гармонична. Вся Вселенная, как доказали ученые неоднократно, это один большой компьютер тончайшей настройки, в котором все сбалансировано. И то, что Вселенная до сих пор существует, свидетельствует о том, что позитивное начало всегда превалирует над силами разрушения и зла. Поэтому, как всегда, слава Украине, слава ее вооруженным силам, враг будет разгромлен, победа будет за нами. Мордор – это страна Холопия, государство, пардон, не страна, государство под названием Холопия будет разрушено. А вам, дорогие друзья, как всегда, желаю мужества, выдержки и твердой уверенности, что победа будет за нами. До новых скорых встреч!